Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие вещи ни в коем случае нельзя держать на столе. Потому что если вы эти вещи, эти предметы кладете на стол осознанно, неосознанно, знаете вы это или не знаете, вы тем самым привлекаете нищету, безденежье, постоянные проблемы, а также всевозможные болезни. И поверьте, энергетический план никто не отменял, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и примите, пожалуйста, меры. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «денежная удача», и пусть денежная удача будет с вами в жизни, и Вселенная это вам приумножит. Друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Ну а мы с вами начинаем. Вы знаете, что стол – это важный атрибут в любом доме. И за ним часто собираются все члены семьи, и не только для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, но и для приятного времяпровождения. Помните о том, что стол символизирует домашний уют, поэтому еще с древних времен всех членов семьи учили уважительно относиться к столу. Его нужно содержать всегда в чистоте, на нем не должно быть беспорядка, тогда он будет притягивать в ваш дом счастье, уют и, конечно же, изобилие и достаток. В старину стол считался самым важным предметом в доме. Проявлялось к нему пренебрежительное отношение считалось неприличным. На нем всегда стоял хлеб, и это был символ достатка. Многие сейчас даже и не задумываются над тем, как важно держать стол в порядке и соблюдать самые простые правила, чтобы потом не переживать, а почему в доме появились какие-то неприятные события, перестали водиться деньги, начались конфликты и неразбериха в семье. Многие машинально кладут на стол и ключи, и сумку, пакеты с магазина, разные вещи из одежды и так далее, и так далее. Но есть вещи, которые категорически нельзя держать на столе, иначе вы тем самым привлечете в свой дом и неприятности, и бедность, и проблемы со здоровьем. Итак, друзья, на столе никогда не должна находиться пустая посуда, пустые чашки и тарелки, а также пиалы или что-либо другое. Почему? Дело в том, что пустая посуда на столе, она притягивает бедность и финансовые проблемы в семью. Пустая посуда всегда должна быть чем-то заполнена. Нельзя оставлять грязный и неубранный стол, даже если у вас был самый тяжелый день в жизни, и вы очень сильно устали, либо в доме было много гостей, и тяжело было все убрать за вечер. Делайте не спеша и сколько потребуется времени, но запомните главное правило. Стол должен всегда быть чистым. Если вы решили оставить фруктовницу или конфетницу на столе для украшения вашего дома, то запомните, она всегда должна быть именно полная. Ваза на столе всегда должна быть с цветами. Почему? Потому что все это символы достатка и благополучия. И таким образом ваш дом будет только притягиваться деньги и благополучие. Ну а чтобы усилить этот эффект, положите под скатерть купюру любого номинала и под купюру лавровый лист. Бывает так, что люди достают фруктовницу, наполняют ее всевозможными фруктами, но не едят, ввиду того, что у них аллергия или они не могут. В таком случае купите маленькую фруктовницу, но которую вы будете время от времени наполнять. То есть вы за своими фруктами должны обязательно следить. То есть если вы видите, что уже ваши фрукты начинают как-то гнить, меняют свой цвет, вид и так далее, в таком случае мы выбрасываем и покупаем новые. Также на столе вы можете держать и медовницу. Но помните, мед должен быть настоящий. Дело в том, что сейчас очень многие занимаются медом и, к сожалению, продают не мед, который делают именно пчелы, а продают именно сахар. Многие люди не разбираются в этом, к сожалению, по разным причинам. Вот поэтому, когда вы используете мед вообще в своем доме, в жизни, при приготовлении каких
каких-то блюд, узнавайте и ищите того человека, который действительно занимается медом, и он знает, что такое пасека, что такое настоящий, как с пчелами нужно работать и так далее, и так далее, потому что это очень такой вот длинный процесс. И когда у вас мед действительно настоящий, то знаете, сам мед – это энергия солнца, это божественная энергия, которая будет к вам привлекать именно изобилие, достаток и благополучие. Далее, что еще не должно быть у вас на столе? Это ключи. Дело в том, что именно ключам не место на вашем столе, потому что они могут закрыть дверь денежным потоком, привлечь в дом бедность и нищету. Вообще ключи на столе также еще и предвещают ссору в доме, либо дальнюю дорогу в скором будущем, которая, к сожалению, будет полна всевозможных неприятностей. Поэтому их вообще не стоит класть где попало, у них должно быть свое место в доме. И лучше, если у них будет персональный домик, который называется ключница. Купите вот ту ключницу, которая вам будет приносить вот удовольствие, радость. Вы с удовольствием будете приходить домой и вешать ваши или класть ваши ключи от квартиры, от машины, от офиса и так далее, и так далее. Потому что когда у вас ключи разложены по всей квартире, знаете, ключ это что? Это он открывает или он что-либо закрывает. Но когда вы неправильно используете ключи, он вам работает не во благо, а наоборот он работает против вас. Поэтому, чтобы этого не было, купите ключницу. Ту ключницу, которую вы на интуитивном уровне почувствуете. Это не значит, что прямо сейчас вам нужно бежать и в магазин декора или в какой-то супермаркет и покупать ключницу. Вы ее на интуитивном уровне почувствуете, потому что эта ключница будет именно ваша. Кроме того, не стоит класть на стол еще сумки, рюкзаки, барсетки. Почему? Да, вы спросите. Дело в том, что когда вы ходите по улице, где-то в общественных местах, с этими вещами, на них кто смотрит? На них смотрят люди. Например, в общественном транспорте они прикасаются к ним. Они делают это неосознанно. Но вы должны понимать и то, что люди бывают разные. Таким образом, эти вещи напитываются негативом. А вы приносите весь этот негатив и плохую энергию и ставите на такой вот важный предмет в доме, как стол. Такое действие будет разрушать ваше семейное благополучие. Вообще для ваших сумок, барсеточек и так далее, обязательно должно быть определенное место в квартире или в доме, но никак не на столе. Это очень важное правило, которое многие люди почему-то игнорируют. Далее, друзья, оставлять деньги и кошелек также не стоит на столе. Это притянет к вам в дом финансовые проблемы и разлады в вашу семью. А в будущем вас будут ждать большие траты, и вам придется потерять все ваши накопления. Вообще вы должны научиться понимать и то, что ваш кошелек всегда должен быть в сумке, в том месте, где он не будет попадаться всем на глаза. То же самое касается денег. Деньги любят тишину. Недаром говорят о том, что деньги любят тишину. И это неспроста. Когда деньги у вас в доме разбросаны, даже в том числе и монеты, знаете, ни к чему хорошему это не приведет. Да, возможно, если вы один раз положите кошелек на стол, ничего не произойдет. Но помните о том, что все имеет в нашей жизни накопительный эффект. Один раз вы увидели, что у вас ничего не произошло, вы второй раз это сделали, третий, четвертый и так далее, у вас это вошло в привычку, а потом раз и произошли определенные ситуации. Вас уволили с работы, произошла какая-то потеря и так далее, и так далее. Помните о том, что все имеет накопительный эффект в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эти правила и старайтесь их соблюдать. Далее, не стоит оставлять на столе ножи и другие предметы, которые режутся или имеют зубья. Их ни в коем случае нельзя оставлять на столе. Особенно нож нельзя оставлять на столе лезвием вверх. Считается, что нож предназначен для того, чтобы разрезать продукты. И находясь на вашем кухонном столе, он будет разрезать энергетику вашего дома, что в последующем приведет к серьезным ссорам в семье и разногласиям, скандалам между близкими людьми.
То же самое касается вилок и колющихся предметов. Это все приведет к кошмарам. Это может привести в один момент к бессоннице. Поэтому лучше такие предметы убирать в специально отведенные места, чтобы не навредить себе и энергетике своего дома. Бывает так, что вы замотались и забыли про это. Поэтому всегда перед сном заходите на кухню и проверяйте, чтобы у вас не было грязной посуды на кухне, чтобы у вас не были вилки, не были любые острые режущие предметы. Если мы говорим о ноже, о ножнице, они всегда должны быть, находиться на своих местах, потому что это особые энергии. Вы должны понимать, что если бы вы видели, какие энергии находятся в вашем доме или в вашем квартире, вы бы многие вещи бы не делали, потому что вы знали, что это в первую очередь ущерб и минус вашей жизни и вашей семьи, потому что все изначально происходит на энергетическом уровне, а потом это приходит в наш материальный мир. Вот представьте себе, когда вы говорите постоянно о том, я не имею денег, или я живу в нищете, я не могу себе этого позволить, я не здорова, я не богата и так далее, и так далее. Когда вы это говорите, вы думаете о том, что я сказала, и что здесь такого? Но вы таким образом во Вселенную отправили этот посыл. И вы показываете Вселенной, что вам не надо материальных благ. И Вселенная, она еще та шутница, она это понимает и отправляет, соответственно, вам то, что вы попросили. И потом, получается, вы устраиваетесь на высокооплачиваемую работу, а у вас там ничего не получается. Постоянно какие-то проблемы, какие-то потери, какие-то нюансы, какие-то штрафы. Вы покупаете машину, о которой вы так мечтали, и у вас постоянно тоже проблемы. То колесо пробьет, то в аварию попали, кто-то что-то поцарапал и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что вы на уровне мысли должны всегда мыслить только созидательно. Это очень сложно первое время, потому что постоянно, как только вы настраиваетесь, что вот вы начинаете говорить созидательные слова, в вашей жизни появляются ситуации, которые показывают вам, зачем ты это говоришь, а зачем ты это делаешь. У тебя все равно и так будет плохо, и человек сдается. Ни в коем случае не сдавайтесь. Вот просто после просмотра этого видео, то, что вы желаете, то, что вы хотите, начинаете говорить. Нравится вам, возможно, как-то вам дискомфортно, знаете, вы должны пропитаться энергией Вселенной, энергией изобилия, любви, и тогда в вашей жизни будет все по-другому. Помните, пожалуйста, об этом. Далее, что еще ни в коем случае не должно быть на вашем столе? Это головные уборы. Почему? Потому что это приводит к безденежью. Их нельзя оставлять, кидать на стол, потому что вы, как минимум, выказываете неуважение к столу и можете навлечь неприятности на всю семью и большие ссоры, скандалы. Вообще в древние времена за такой поступок даже выгоняли из дома, чтобы неприятности, не дай бог, не напали на всю семью. При этом головные уборы — это не только, друзья, шапки, как многие думают, а это и кепочки, это всевозможные головные уборы. Поэтому, пожалуйста, здесь внимательно. Это касается также и детской одежды. Запомните, стол — это очень такая знаете, ладонь Бога, и не вздумайте, чтобы что-то на нем было, то, что не нужно. Далее, что ни в коем случае еще не оставлять? Расческа. Почему? Потому что именно расческа, оставленная вами на столе, принесет вам позор и стыд. И такая ситуация произойдет с вами, что самое интересное, в самый неожиданный момент. Вы можете попасть в какую-то неприятную ситуацию, которая будет связана, например, со сплетнями. Поэтому все, что касается ваших волос, это сюда еще и относятся заколочки, резиночки. Вообще, то, что касается волос, у вас должно быть отдельно какой-то лист саквояжа, какая-то шкатулочка, где вам нужна расческа, вы ее достали, поиспользовали, убрали волосы, именно убрали, да, и вернули на место. То же самое касается всех остальных приборов. У вас не должно быть по вашей квартире или дому разбросано все везде и всюду. Ни к чему хорошему это в один момент не приведет. Далее, ваза на столе с цветами. Да, это очень хороший символ. Да, это притягивает деньги, стабильность, счастье, благополучие в дом. Но, обратите внимание, когда вам подарили красивый
букет, и вы увидели, что он начинает подсыхать, сразу убирайте его со стола, а лучше сразу и из дома. Почему? Дело в том, что сухие цветы, они притягивают в дом плохую и неблагоприятную энергию. Также не стоит засушивать цветы и держать их потом в вазе. Одно время вот была такая мода, что брали цветы, если кто-то кому-то подарил, особенно какие-то красивые розы или какие-то красивые цветы, и их засушивали как гербарий, а потом выставляли. Ни в коем случае этого не делайте. Это уже мертвое, и оно ничего нового не принесет. Вы должны понимать и то, что сухоцветы, они поглощают нашу энергию, живую энергию. Вы можете держать только сухоцветы, которые вы принесете из церкви или купите в церковный праздник. Такие цветы, да, наоборот, будут приносить гармонию и подпитывать ваш дом положительной энергией и счастьем. Но и здесь есть нюансы. Во-первых, такие цветы должны быть в красном углу, а не как по всей квартире. И во-вторых, максимум они могут простоять полгода, потому что на них есть пыль, какая-то грязь. И все, они начинают вместо созидательной энергии, они отправляют вам разрушительную, деструктивную энергию. И потом возникает вопрос, а что же не так? Помните о том, что все у нас состоит из энергии, а потом из материи. Поэтому, девочки и мальчики, обеденный стол – это главный предмет в вашем доме. К нему нужно относиться бережно, аккуратно, внимательно. За столом, как вы знаете, собирается вся семья. За столом вы встречаете гостей. И это все образует поток положительной энергетики. А если ваш стол накрыт красивой скатертью, на нем стоит прекрасная тарелка со сладостями, с вкусняшками, тогда в вашем доме будут только взаимопонимание, финансовая стабильность и счастье. Запомните, пожалуйста, эти правила и начните выполнять. Хотя бы, если вы начнете выполнять хотя бы 15% от того, что мы вам говорим, ваша жизнь начнет постепенно меняться. Это очень сложно, но без этого, девочки и мальчики, совсем никуда. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Мы всех благодарим за донаты. Нам, друзья, очень приятно. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, там много информации для вас, ценные подсказок, которые помогут вам изменить вашу жизнь. Друзья, всех вам благ!